меня такой вопрос. Вот последний эпизод, где была стальная леди, самолет, самый трудный в управлении. Почему, если вы не любили Адама, вы отдали ему возможность полетать на этой стальной леди? Поэтому и отдал. Вы же его не очень любите, а это так круто все-таки. Сами младенцы глаголят истина. Это интересно, потому что actually, I'm sorry, I'll just flying that plane was something that was representative of the kind of story that I did not like. Дело в том, что управление этим самолетом воспроизводило историю, которую на самом деле я не любил. Because they were doing that just because they thought it would be popular. Они, организаторы, думали, что если сделать такую историю, она будет популярной. They fabricated what amounts to a myth that this was the most difficult plane to fly. Они, что называется, воссоздали миф о том, что этот самолет самый сложный для управления. But I was like, compared to what? А я спросил, а с чем сравнили? What other planes did they test? Какие самолеты они тестировали по сравнению с этим самолетом? That's not in the spirit of Mythbusters. Это не соответствует духу зрелища Разрушителей Легенд. We also did other stories that I didn't like. Мы также делали и другие истории, которые мне не нравились. Like testing lightsabers for Star Wars. Как световой меч для «Звездных войн». Yeah, I mean, this is something that the media people thought would be very popular. Дело в том, что эту тему медийным людям показалось, что это будет очень популярная тема. But there was no science. Но там не было никакой науки. So I let Adam go up in the plane, and the other. Дал возможность Адаму выйти и поиграть с этим делом. And the other thing that I understand and the production facility understood. И я понял, и представители производственного цеха тоже поняли. Is that if there's something exciting that happens or dangerous or. Если что-то такое возбужденное или опасное будет происходить. Or that hurts one of us. Или это нас как-то поранит. I'm kind of like, what? Я, скажем так, что? Adam's bouncing off the walls. Адам просто лез на стены. So they let him do all that kind of thing. Так что они дали возможность ему сделать такие вещи. And I was okay with it. И меня это вполне устраивало. You know, I would add about this is, you know, this was how this all came about. Итак, я хотел бы добавить, как все это произошло. Was when that producer from Australia came up with the idea to do the show. Это еще тогда, когда австралийский продюсер предложил сделать это шоу. I understood that, you know, I'm not exactly television host material. Я думал, что я не тот материал, из которого делают телевизионного ведущего. But I'll try pretty much anything, and I'll hold my own. И я посмотрел так и подумал, что, может быть, почему бы мне не попробовать, и я буду держаться своих принципов. But I thought that I might be able to do better with the show if I got somebody that was a bit more of a clown than I am. Я решил, что если со мной будет человек, который чуть больше клоун, чем я, то есть что-то получится. So I called Adam. Так что я позвонил Адаму. Hi, Jamie. Just wanted to ask you, what would you say to amateur scientists who want to work in special effects or some kind of that area? Okay, you want to say that? Чтобы, значит, Джейми был вопрос, что бы он сказал начинающему ученому, молодому ученому, который захотел бы работать в специальных эффектах? Unfortunately, there is not much work anymore to do with these practical effects. It's all in the computer. Дело в том, что практически работы не осталось заниматься практически специальными эффектами, потому что практически все делается на компьютере. What I would encourage you to do, though, чтобы я поощрил вас делать, is the kind of thing that I'm seeing here at Geek Picnic. Ту вещь, которую я здесь увидел на Geek Picnic. And what we refer to in the States as a sort of maker movement. Maker.
сделать. Значит, присоединиться к движению тех, кто что-то делает. Движение делающих. Yeah, we have fairs that are not unlike this one in some ways. Есть более-менее похожие мероприятия на это. And they involve people sharing all sorts of hands-on experimentation and invention. Дело в том, что люди на таких мероприятиях делятся данными экспериментов, которые они проводят, и также идеи, которые могут привести к научному открытию. And so what I encourage people to do is, become familiar with tools and materials. Так что людям я советую научиться работать с инструментами и материалами. And read all you can get your hands on. И читайте всю литературу, на которую у вас, так сказать, с которой вам попадется в руки. And then try to apply what you've read about. И попытайтесь притворить в жизнь то, о чем вы читаете. Personally, лично я. As I believe I alluded to, I don't like to take on projects that I know I'll succeed with. Я, наверное, уже говорил о том, что мне не нравится заниматься проектами, которые я знаю, в которых я буду удачливым. And so, if you're working on a project and you're having a hard time with it, если вы работаете над проектом, с которым вам трудно, that's the best of all possible things. Это, наверное, самая лучшая вещь. Because if you do succeed with it, or even if you don't succeed with it, если вы добьетесь успеха, или даже если вы не добьетесь успеха, you're going to be learning. Вы все равно чему-то научитесь. And that goes directly towards what I was talking about, these things being an adventure. И это как раз связано с тем, о чем я недавно говорил. Это очень похоже на приключения. It's not about what you end up making. It's about what you experienced and what you learned along the way. Не важно, что вы сделаете, а важно, чему вы научитесь, какой опыт вы приобретете на пути к реализации идеи. That's why I was showing this crazy vehicle that I put up there. Вот почему я показал пример вот этого сумасшедшего автомобиля на экране. Because it's totally useless. Потому что он полностью бесполезен. But then again, maybe it's not. Но, еще раз, может быть и нет. And then, the experience that I'm having, what I'm learning along the way, having to do things like create an animation to drive this stupid thing. Например, очень полезная мысль оказалась, что для того, чтобы управлять таким автомобилем, нужно использовать анимацию. That's an adventure. И это приключение. День добрый. У меня два вопроса. Первый – это какой из экспериментов был самый опасный? И второе – возможно ли есть какие-то эпизоды, которые не дошли до нас смертных, мы их не видели, потому что они слишком фантасмагоричные. Волшебные, нереальные, очень научные. Okay. Let's see. Most dangerous. In the very beginning of Mythbusters. Итак, наиболее опасные. В самом начале «Разрушители легенд». Especially when we were dealing with explosives. Особенно, когда мы имели дело с взрывчатыми веществами. We didn't really know what we were doing. Мы на самом деле не знали, что мы действительно делаем. And so there was a particular story. Была конкретная история. About a Hungarian tribe. Это было венгерское племя. That made a cannon out of a tree. Которое сделало пушку из дерева. And so they tried to fire it at the oncoming hordes. Они пытались из этой пушки выстрелить по надвигающимся ордам противника. But it blew up and killed all of them. Эта пушка разорвалась и убила всех вокруг. And so we built a tree cannon. Так что мы сделали деревянную пушку. And it actually worked quite well. И она на самом деле работала достаточно хорошо. But in America, in filming, но дело в том, что в кинопроизводстве в Америке normally we have to hire a licensed pyrotechnician. Для таких экспериментов нужно нанимать лицензированного пиротехника. But this was a time that we learned that the person that is best qualified to do a job. Но в это время мы выяснили, что человек, который имел лучшую квалификацию, чтобы сделать работу, is not necessarily the person with a license. Это не обязательно человек с лицензией. And so we asked him, we said, well,
we have to replicate what actually happened in this myth. И мы сказали ему, что мы на самом деле хотим воспроизвести то, что рассказывается в этом мифе. Which is that the cannon blew up and killed all of the То, tribe. что пушка взорвалась, на куски разорвалась и убила все племя. So we asked him how much gunpowder he was licensed to handle at once. И мы спросили, какую мощность взрывного заряда вы можете использовать в своей работе на основании вашей лицензии. And he said about 3 kilos. Он сказал, примерно 3 килограмма. And so we said, put all 3 kilos in that tree cannon. Мы сказали, пожалуйста, зарядите все 3 килограмма взрывчатого вещества в эту пушку. And so I took a metal plug and then put it in the end of the cannon and hit it with a hammer. Так что я взял банник и молоток и стал забивать заряд в самую камеру пушки. Which was a really, really bad idea. Что было очень плохой идеей. But nothing happened. Yeah. Но ничего не случилось. And so we set the thing off. Sorry. Извините, сначала что произошло? We asked him where we should be. И мы спросили, где нам нужно расположиться. And he said, well, I'm going to be about 100 meters over there. Он сказал, что я буду в 100 метрах вон там. And so we said, well, we'll be 200 meters over there. Мы сказали, а мы будем в 200 метрах вон там. And we set that thing off. И мы запустили эту вещь. And all of the pieces of that cannon, Так что все кусочки этой пушки, which at that point were maybe, I'd say, chunks 50 kilos, это были куски примерно по 50 килограмм, went over our head. они пролетели над нашей головой. And the pyro is like, whoa, dude. А пиротехник сказал, ух ты, чувак. So, I guess the important thing about all of that Я думаю, что важный урок, который следует извлечь из этого. is that every time that we had a close call like that, Если у нас такая близкая пролетающая пуля, we paid very careful attention. мы должны очень тщательно наблюдать за всем. And so we thought hard about and we researched what our options were in the future. Так что мы провели исследования и подумали, что можно сделать в будущем. And we learned a very important thing at that point. И мы выучили очень важную вещь в тот момент. And that was that since a lot of the things that we wanted to do were illegal, И поскольку большинство вещей, которые мы хотели сделать, были незаконными, and things that you couldn't get a license to actually do, или вообще на которые нельзя получить лицензию, there was a loophole in the law that says that that police officers or law enforcement и был такой, что называется, вариант обойти с огорода. Потому что полицейские, то есть сотрудники правоохранительных органов, have to be able to deal with these things for research or evidentiary purposes. что они имеют право, эти сотрудники, с точки зрения научно-исследовательской работы, с этим заниматься. So basically what that meant that is if you want to do something that's illegal, Так что если, в общем, вы хотите делать что-то незаконное, you have to get a police officer. вам нужно пригласить полицейского офицера. And so in the future after that incident, we would get the bomb squad Так to что в следующие эпизоды мы приглашали подразделение по взрывным работам, саперов. and the bomb squad that worked with us all those years in California. И саперное подразделение в Калифорнии, с которым мы работали после этого, Is actually one of the very best and most experienced bomb squads in the country now. это, кстати, на сегодня самое опытное и самое уважаемое подразделение из всех подразделений по Америке. Because of all the practice they had with us. Потому что у них столько практики с нами было.